Добрый вечер. Меня зовут Марина Петрова, и сегодня мы с вами поговорим про .NET Standard Deep Dive. Если коротко о себе, то я студентка Киевского политехнического института, факультета информатики и вычислительной техники по специальности системная инженерия. Коротко о том, какие темы мы сегодня с вами покроем. Первое — это краткое summary .NET Standard, также преимущества .NET Standard и преимущества Portable Class Library, поддержка версий .NET Standard, новые API, которые преподнес нам .NET Standard 2.0, и функция Compatibility Mode для .NET Framework в контексте .NET Standard. Насколько мы знаем, кроссплатформенность всегда была одним из основных параметров, которые определяют спрос приложения на рынке. И в связи с этим появился .NET Standard Library. Мотивация его создания в том, чтобы обеспечить И мотивация в создании .NET Standard заключалась в том, чтобы обеспечить максимальную однородность в экосистеме .NET. И если говорить про .NET Standard, то все его версии — это, можно сказать, абстрактное множество, каждая из которых включает в себя предыдущие и находится в оболочке новых каких-то свойств системы. И с появлением новых версий .NET Standard у нас появляется все больше и больше возможностей. И как же обстояли дела ранее? Например, у нас есть несколько платформ. Одна из них — это .NET Framework. Ее, можно сказать, минус в том, что она заточена чисто под Windows, и мы не можем запускать среду исполнения в других операционных системах. Есть также Xamarin Mono. Это хоть и кроссплатформенное решение, которое поддерживает и Mac, и iOS, но недостаток в том, что присутствует неполная совместимость с .NET Framework. И вследствие этого приходится при портировании с .NET Framework на Mono или Xamarin вырезать фактически куски кода. Также есть .NET Core, платформа, которая появилась относительно недавно, и она позволяет разрабатывать и запускать приложения на платформах как Windows, так Linux, Mac и Docker даже. Но проблема все равно остается, хоть и большая часть языков программирования кроссплатформенны, и мы можем покрыть разнообразие операционных систем, возникает проблема в том, чтобы эти платформы были совместимы между собой. И как ранее решалась эта проблема? У нас была Portable Class Library, инструмент для разработки кроссплатформенных библиотек. И когда мы создавали Portable Class Library, необходимо было выбрать платформы, которые мы хотим покрыть, а уже после приступать к разработке. И изначально PCL, Portable Class Library, поддерживала только Windows и Windows Phone, но как только у Microsoft появился Xamarin, появилась также поддержка Xamarin в PCL. И по мере разработки .NET Core также появилась поддержка и этой платформы. Как мы можем заметить, количество платформ увеличивается, соответственно, функциональность PCL тоже должна расширяться, и расширяться бесконечно невозможно. И появилось альтернативное предложение от Microsoft — создать .NET Standard Library, в котором система будет работать наоборот. Мы будем создавать вначале библиотеку, а потом она уже покроет все нужные нам платформы. Вот таблица версий, она выглядит сейчас недостаточно понятно, но в ней мы можем увидеть, по вертикали перечислены все версии .NET Standard и также платформы, которые покрываются. И перейду к демо-версии, чтобы сделать
эту таблицу более понятной. Вот есть такая таблица, она создана Имо Ландвертом. В ней вы можете увидеть синюю линию сверху, которая показывает, так сказать, процент API, которые покрыты в каждой версии .NET стандарта. И мы можем здесь в выпадающем списке выбрать версию .NET стандарта, которую мы хотим использовать. И видим, что ярко-зеленым показана минимальная версия каждой из платформ, например, там Mono, Xamarin, .NET Framework, которая должна быть использована, если мы хотим, допустим, .NET Standard 1.3 использовать. Розовым же цветом показаны версии платформ, которые уже редко используются. И, как мы видим, синяя полоса, она изменила свой вид, поскольку с каждой версией новой .NET стандарта у нас все больше и больше API покрыто. Если мы выбираем 2.0, то мы видим, что максимальное количество API покрыто, и нужно использовать минимальные версии, ну, то есть поддерживается .NET Core 2.0, Framework 4.6.1, Mono 5.4 и даже уже UVP. Последняя версия поддерживается. Что же нам принес .NET Standard 2.0? Можем сказать, что .NET Standard нацелен на то, чтобы распределять, чтобы распространять количество кода на разные платформы. И, как мы уже видели, покрытие API значительно увеличилось. И недостаточное количество покрытого API было раньше проблемой, что блокировало разработку некоторых проектов, их перехода с .NET Framework на .NET Standard. Также была проблема в том, что, например, вы используете какие-то NuGet-пакеты, которые нацелены были изначально на .NET Framework, и не можете их использовать в .NET Standard. В .NET Standard 2.0 эта проблема решилась практически полностью. И теперь есть в .NET Standard 2.0 такая вещь, как Compatibility Mode, то есть режим совместимости. Также проблемы распространения кода решились. .NET Standard 2.0 может быть реализован большинством распространенных платформ, как .NET Framework, Core и Xamarin. Также сейчас .NET Standard заменяет Portable Class Library, поскольку Portable Class Library в данный момент уже недостаточно эффективна. Здесь мы можем увидеть, что на данной схеме у нас поддерживается только портативность, и далее добавляется, мы можем использовать .NET Framework с помощью Compatibility Mode, о котором я уже сказала. Хочу продемонстрировать Compatibility Mode. Сразу скажу, что у меня очень лаконичное демо, максимально лаконичное, но оно хорошо передает суть этого Compatibility Mode. У нас, если мы попытаемся сбилдить проект, мы не сможем его сбилдить, поскольку у нас используется NuGet-пакет Power Collections, и он нацелен, как мы видим в ошибке, на .NET Framework, что, собственно, не обеспечивает у нас совместимости с .NET Standard. Эту проблему можно решить изменением. Мы можем зайти в Properties нашего NuGet-пакета и увидеть здесь такое поле, как NoWarn.
И для того, чтобы убрать warning, нам достаточно прописать такой magic код. И сразу, как видите, у нас error пропал, и мы сможем спокойно сбилдить проект. Могу сразу показать, что использовать, например, Portable Class Library уже недостаточно эффективно, и она считается deprecated. Вот. И Visual Studio нам как бы подсказывает, что Class Library — это уже legacy, и ее необходимо заменить .NET стандартом. Еще, как я уже сказала, в .NET стандарте изменилось то, что ранее около 16 тысяч API было покрыто. В данный момент это уже более 32. И возникала такая проблема, что вам нужно использовать какой-то API в вашем приложении, но он еще не поддерживался на стадии .NET Standard 1.6. Я продемонстрирую, как такой случай выглядел. Например, у нас есть Class Library, и Target Framework у нас 1.6. И мы хотим использовать сериализацию в нашем проекте, но мы этого сделать не можем. У нас подчеркивается все, что связано с сериализацией, но сериализация нам нужна. И как же нам теперь выйти из этой ситуации? У нас, если мы изменим версию .NET Standard на 2.0, то все у нас абсолютно хорошо. Хотя здесь у нас даже опции никакой не было, чтобы продвинуться в решении проблемы. То есть сериализация — это одно из API, которое уже покрыто в .NET Standard 2.0, и такой минус .NET Standard, как недостаточное количество используемого функционала, и такая проблема исчезла. Здесь вы можете увидеть также API, который уже покрыт в .NET Standard 2.0. Это и поддержка XML, и поддержка сокетов, и HTTP, и также работа с потоками. То есть уже проблемы никакой нет, мы можем спокойно переходить на .NET Standard 2.0. Чтобы подытожить, хочу сказать, что в обоих случаях, если вы разрабатываете ваше приложение или вы хотите создать свой NuGet пакет, то вам в любом случае стоит переходить на .NET Standard 2.0, поскольку вам переход на .NET Standard 2.0 обеспечит уверенность в том, что как бы вы ни захотели изменить вектор разработки вашего проекта, то вы, можете использовать ваш код и в мобильной разработке, и в десктоп-разработке, и даже в клауд. И если вы намереваетесь создать свой NuGet пакет, то также нет риска в переходе на .NET Standard 2.0, поскольку у вас будет огромное количество, как мы уже убедились, поддерживаемых API, и вы удовлетворите спрос пользователей в ваших приложениях. Также я оставлю ссылки на... Первая ссылка — это документация и исходный код .NET Standard. По второй ссылке вы можете ознакомиться с той таблицей, которую я показывала, с интерактивным собранием версий, для того, чтобы вам было проще понимать, какую версию .NET Standard вам нужно выбрать. И также важно, что если вы выберете версию ниже .NET Standard, то вы сможете покрыть большее количество платформ. А если вы выберете версию выше, то у вас большее количество функционала вам будет доступно. Поэтому это важно учитывать при выборе версии. И последняя ссылка — это
по ней вы можете определиться, как вам стоит изучать вообще .NET Standard и получить ответы на часто задаваемые вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я готова выслушать и ответить. Пожалуйста. Прозвучал вопрос, он состоит в том, что может ли Compatibility Mode обеспечить нам отсутствие ворнингов и успешную сборку проекта на платформах, кроме Windows. Ответ. Насколько я знаю, да, Compatibility Mode он способен устранить проблему с переносом вашего кода на и Mac, и на Linux. И я думаю, что стоит это попробовать все-таки. Должно помочь. Еще вопросы? Пожалуйста. Я поняла вопрос. Прозвучал вопрос о том, стоит ли при понижении версии .NET Standard рисковать расширенным функционалом и все-таки выбирать большое количество платформ вместо этого. Ответ. Например, та же UVP-платформа, она только вот совсем недавно стала поддерживаться, ее последняя версия. Если у тебя будет такой кейс, что тебе нужно будет, например, UVP использовать, то если ты выберешь версию ниже, то ты сможешь что-то разработать под UVP. А если ты выберешь выше, то у тебя хоть и будет функционал, но ты его сможешь использовать на любой другой платформе, но только не на UVP. То есть это зависит все-таки от приоритетности задач в твоем проекте. И только после того, как ты взвесишь, тебе важнее больше функционала или больше поддерживаемых платформ, только тогда ты сможешь решить, что же тебе выбрать. Еще вопросы? Прозвучал вопрос по поводу того, код в строке NoWarn, имеет ли он какую-то предысторию и почему нельзя отключить просто какой-то настройкой появление ворнингов. Ответ. Насколько мне известно, никакой настройкой отключить нельзя, а по поводу предыстории я настолько глубоко не разбиралась в этой теме, поэтому не могу в данный момент ответить. Прозвучал вопрос о том, как быть разработчикам с их NuGet пакетами, которые были разрабатываемы на Portable Class Library, и стоит ли им заново пересоздавать их NuGet пакеты на .NET Standard 2.0. Ответ. Да, стоит, но это сейчас будет уже не настолько проблематично, как раньше, поскольку, опять же, функционал уже есть для этого, и, скорее всего, большинство функционала, покрытого в NuGet разработчиков, будет также покрыто и в .NET Standard, но нужно пересоздавать, да. Есть еще вопросы? Тогда на этом все. Спасибо.